карты, деньги, тайна, безумие. 4 слова, и можно почувствовать что-то опасное, что-то темное, что-то таинственное. Именно такое ощущение оставляет «Пиковая дама» Пушкина. Это самая загадочная повесть русской литературы. Александр Пушкин написал ее в 1833 году. Мы уже говорили о Пушкине в прошлую пятницу, о его жизни и о его смерти на дуэли. Если вы не видели это видео, то ссылку я оставлю наверху, а также внизу в описании под этим видео. А сегодня в этом видео я вам расскажу о повести «Пиковая дама», а также посоветую фильм, который вы можете посмотреть, чтобы попрактиковать русский язык. Итак, давайте начинать. «Пиковая дама». Что это? Это карта. Так что в этом видео также вы узнаете, как называются некоторые карты, потому что речь пойдет о картах. Пушкин написал «Пиковую даму» довольно быстро, за несколько недель, потому что он был в своей деревне и не мог выйти из деревни. Началась эпидемия холеры, поэтому ему надо было оставаться в деревне. Вы помните, несколько лет назад была эпидемия коронавируса, и все мы были дома. Мы не могли выходить из дома. То же самое произошло с Пушкиным, но только была эпидемия холеры. И так как он целый день был дома, он работал целый день. Он очень много писал. И в это время он написал очень много своих произведений. О чем же эта история? Главного героя зовут Герман. Он молодой офицер. Он немец по происхождению. Он не богатый, у него нет много денег, но он очень умный, а еще расчетливый. Он всегда думает, делать что-то или не делать что-то, принесет ему это пользу, прибыль или нет. Это значит, он расчетливый. Ему очень нравится играть в карты, но он никогда не играет в карты, потому что он знает, что у него немного денег, и он не хочет рисковать. Но он очень хочет разбогатеть. Он не хочет работать, он хочет разбогатеть и путешествовать. И вот однажды на одном карточном вечере он услышал историю. Историю о старой графине, которой сейчас уже 80 лет, но когда она была молодая, она жила в Париже. И эта графиня играла в карты, когда жила в Париже, и проиграла очень много денег. Она не могла заплатить долг. Тогда она попросила у одного человека, у одного богатого человека ей помочь. И этот человек открыл ей тайну. Он рассказал ей тайну 3 карт. Это значит, что существуют 3 карты. Если ты поставишь на эти 3 карты, если ты выберешь эти 3 карты, то они выиграют, и ты выиграешь много денег. Графиня так и поступила. Она выиграла, потому что выбрала
эти 3 карты и смогла вернуть долг. Но после этого она никому не рассказала этой тайны. Это был ее секрет. Герман, когда услышал эту историю, он решил, что он узнает тайну 3 карт. Он не знал, как он это узнает, но он решил, что он узнает эту тайну любой ценой. Любой ценой – это значит, что он был готов сделать все, что угодно, чтобы узнать тайну. И он начал действовать. В доме графини жила молодая девушка. Ее звали Лиза. Это была красивая, молодая, скромная девушка, но не богатая. У нее не было денег, у нее не было родных, родителей, поэтому она жила в доме графини. И вот однажды, когда Герман шел рядом с домом, он увидел в окошке Лизу. Она шила. И сразу в его голове возник план. Он сразу понял, что ему нужно сделать. Он начал писать любовные письма Лизы. А Лиза была мечтательница. Она мечтала о любви. Она хотела встретить своего принца. Она получала письма Германа, и она верила ему. Она думала, что Герман и правда влюблен в нее. Но на самом деле это был только план Германа. Он в нее не был влюблен. Просто он хотел узнать тайну графини. И Лиза дает ему ночное свидание. Они должны были встретиться ночью в комнате Лизы. Лиза помогает ему тайно войти в дом. Лиза ждет его в своей комнате. Но Герман вместо того, чтобы пойти в ее комнату, идет в комнату графини. Он просит у графини рассказать ей тайну, но графиня молчит. Она ничего ему не говорит. Тогда Герман достает пистолет. Он хочет ее напугать, чтобы она испугалась и рассказала ему секрет. Он не хочет ее убивать. Но знаете, что делает графиня, когда он достает пистолет? Она умирает. В тот же самый момент, когда он достает пистолет, чтобы ее напугать, графиня умирает. Герман теперь никогда не узнает тайну 3 карт. Нет, это не так. И знаете почему? Потому что через несколько дней призрак графини приходит домой к Герману, приходит к нему в квартиру. Он видит призрак графини. И графиня ему говорит, что 3 карты, которые всегда выигрывают, это 3, 7 и туз. Герман счастлив. Он решает пойти играть. Первый раз в своей жизни. Он готов на выигрыш. Он готов играть и выиграть. Потому что, наконец-то, он знает тайну 3 карт. Первый вечер. Он ставит все свои деньги на 3. 3 выигрывает. Герман
берет все свои деньги и уходит. Второй вечер Герман ставит все свои деньги на 7. В зале все люди смотрят, выиграет он или нет. Да, он выигрывает. 7 выигрывает. Герман берет все свои деньги и уходит. Весь Петербург говорит о Германе, говорит о нем. Кто это? Он никогда не играл, а теперь вдруг выигрывает каждый вечер. А теперь уже 3-й вечер. Герман идет и ставит все свои деньги на туза. И когда открывается карта, он видит, что это пиковая дама. Это не туз, а пиковая дама. Герман проиграл все свои деньги. Он потерял все. Но когда он смотрит на карту, на пиковую даму, он видит, ему кажется, что карта, что пиковая дама улыбается. И это улыбка графини. Графиня ему отомстила. Как вы думаете, что делает Герман? Что с ним происходит после всего этого? Он сходит с ума. Он просто сходит с ума. И потом проводит всю свою жизнь в больнице, в психиатрической больнице. Вот такая история, такая загадочная, темная история. И если вы хотите ее прочитать на русском языке, то я адаптировала эту повесть для уровня B1. Я оставлю ссылку внизу в описании. Там вы найдете адаптированные тексты на русском языке с переводом самых сложных выражений на испанский язык, а также сможете послушать аудио каждой главе. Так что сможете практиковать и чтение, и аудирование. Я оставлю ссылку внизу в описании под видео. А теперь, как я и обещала, я вам порекомендую фильм. Его сняли в 1982 году. Называется «Пиковая дама». Ссылку я также оставлю внизу. Вы можете посмотреть этот фильм бесплатно в YouTube. В этом фильме интересно, что если мы возьмем повесть Пушкина и будем слушать, что говорят в фильме, это одно и то же. Одни и те же диалоги в книге и в фильме. Так что это очень здорово для того, чтобы потренировать. Итак, в этом фильме мы с вами увидим Петербург XIX века. В XIX веке было 2 основных развлечения. Первое развлечение – это карты, игра в карты. Богатые люди очень часто играли в карты. Они собирались на карточные вечера ночью, играли всю ночь до самого утра. Кто-то выигрывал, кто-то проигрывал. Еще одним развлечением это были балы. На балах люди танцевали. И это красивые залы, шикарные платья. Люди говорили на французском языке. Все было очень красиво. Но также были интриги и сплетни. В этом фильме мы можем увидеть Петербург XIX века и почувствовать эту атмосферу. Так что я вам рекомендую посмотреть этот фильм. Так вы узнаете немножечко больше о русской культуре и истории. Ну а я
с вами прощаюсь. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Каждую пятницу я выпускаю новое видео о русской литературе, культуре, а также о русском языке. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.